Современные военные корабли — это чудеса инженерной мысли, созданные для противостояния вражеским силам во время боя. Однако даже самые передовые военные суда остаются уязвимыми перед огромной силой природы. В 21 веке экстремальные штормы сталкивались с военными кораблями, проверяя их устойчивость и готовность их экипажей. В видео приводится подробный отчет о 10 самых значительных штормах, обрушившихся на военные корабли со второго тысячелетия. Тайфун Моракот обрушился на Тайваньский пролив с рекордным количеством осадков и ветром до 100 миль в час. Тайваньский флот во время патрулирования столкнулся с бурным морем и непрекращающимися ветрами. Фрегаты и патрульные катера получили незначительные повреждения, а военно-морские базы подверглись затоплению, что нарушило работу. Этот шторм подчеркнул важность готовности береговой стороны к штормам в регионах, подверженных тайфунам. ВМС США отреагировали на ураган Катрина в Мексиканском заливе, включив несколько кораблей для оказания помощи. Десантные корабли, такие как US Iwo Jima, и эсминцы подверглись воздействию внешних полос шторма. Хотя серьезных повреждений удалось избежать, открытое море и сильные ветры подвергли корабли и оборудование стрессу, что продемонстрировало необходимость эффективного позиционирования перед штормом. Один из самых сильных тайфунов в Восточно-Китайском море нанес серьезный ущерб военно-морской инфраструктуре Южной Кореи. На военно-морской базе Джинхэ несколько кораблей получили повреждения, когда швартовки вышли из строя из-за ветра 135 миль в час. Фрегат с управляемыми ракетами получил повреждение корпуса, что подчеркивает уязвимость судов в порту во время экстремальных погодных условий. Ураган Сэнди на восточном побережье США заставил многочисленные корабли ВМС США выдержать шторм, одновременно защищая прибрежные районы. USS Nassau, десантный корабль, и другие суда получили незначительные повреждения от сильных ветров и бурного моря. Шторм побудил пересмотреть стратегии укрытия от штормов для судов, действующих вблизи крупных населенных пунктов. Тайфун Рамасун обрушился на Филиппины, Китай и Вьетнам со скоростью ветра более 150 миль в час. Несколько кораблей военно-морских сил Вьетнама попали в шторм во время патрулирования Южно-Китайского моря. Сообщается, что корвет получил структурные повреждения, а более мелкие патрульные катера серьезно пострадали от бурного моря. Циклон Йеси, шторм 5-й категории, обрушился на север Австралии с ветром более 155 миль в час. Корабли Королевского австралийского флота, включая HMS Канберра, были вынуждены уклоняться от шторма в море. Хотя большинство судов избежало наихудших последствий, открытое море стало испытанием для мореходства экипажей, особенно на борту небольших патрульных судов. Корабли японских морских сил самообороны JMS Deer попали в тайфун Мелор в западной части Тихого океана во время проведения учений. Эсминцы и подводные лодки выдержали ветер скоростью 100 миль в час и высокие волны. Хотя современные конструкции кораблей минимизируют ущерб, опыт выявил риски поддержания операций во время сезона тайфунов. Во время урагана Ирма в Карибском море и Атлантическом океане корабли ВМС США и береговой охраны вели спасательные операции. Веспы и другие корабли оказывали помощь в опустошенных районах в неспокойном море. Хотя значительного ущерба не было, шторм проверил пределы оперативной готовности во время одновременных боевых действий и спасательных миссий. Циклон Тауктай в Аравийском море со скоростью ветра до 140 миль в час застал врасплох корабли ВМС Индии. Фрегат ИНС НБ-2 и другие корабли получили повреждения во время швартовки. Затонувшая баржа привела к человеческим жертвам,
что подчеркнуло опасность циклонов как для военных, так и для вспомогательных флотов. Супер-тайфун Рай обрушился на Филиппины с устойчивыми ветрами до 160 миль в час. Корабли военно-морских сил Филиппин пострадали при попытках доставить грузы в прибрежные районы. Шторм вызвал значительные задержки в спасательных операциях из-за опасных условий навигации, хотя повреждения военных судов были незначительными. Достижения в метеорологии улучшили прогнозирование штормов, но опыт последних лет показывает уязвимость и кораблей при швартовке, важность баланса между гуманитарными и боевыми задачами, необходимость постоянного совершенствования конструкций и важность международной координации при реагировании на штормы. В условиях изменения климата эти вызовы становятся все более актуальными для военно-морских сил всего мира.